Утреннее солнце играло на хромированных поверхностях закусочной Silver Maple Diner, где запах свежих вафель и бекона обычно обещал тепло и уют каждому гостю. Но в тот день даже солнечные лучи не могли развеять напряжение, поселившееся в воздухе. За столиком у окна сидела девочка в инвалидном кресле. Перед ней стояла нетронутая тарелка панкейков, словно хрупкая защита от враждебного мира. Ее звали Лилиан Хартман. Ее лицо отражало тихую силу, но дрожащие руки выдавали тревогу. За соседним столиком группа подростков вела себя вызывающе. Рыжеволосый старший Дэниел Кросс ухмылялся. «Смотрите, к нам заехала особенная клиентка». Его глаза сверкали жестокостью, рожденной пустотой и желанием самоутвердиться за счет чужой боли. Его друзья снимали происходящее на телефоны, обсуждая, как сделать девочку знаменитой в интернете. Лилиан крепко жала вилку, сдерживая слезы. Она родилась с травмой спины после аварии при родах. И этот день был для нее особенно тяжелым. Ровно год назад погибли ее родители. Закусочная была их любимым местом для воскресных завтраков. И Лилиан надеялась, что теплая атмосфера хоть немного утешит ее. Третий подросток, коренастый Тайсон Блейк, резко толкнул кресло Лилиан, и девочка чуть не упала. Смех хулиганов зазвучал громче, звоня посудой. Ее глаза наполнились слезами, горло сжалось от чувства унижения. Официантка Ханна Мейерс, работающая здесь более 10 лет, не выдержала. «Прекратите немедленно». Но подростки лишь ухмыльнулись. Один из них, Кайл Пирс, сбил тарелку с панкейками с колен Лилиан. Горячий сироп обжег руку девочки. Остальные посетители прятались за газетами, делая вид, что не видят происходящего. Пожилой посетитель Гарольд Беннет, ветеран войны, наблюдавший за всем со стороны, не мог физически вмешаться, но когда Лилиан попыталась собрать упавшую еду, он тихо подошел: «Не обращай на них внимания, дорогая», и помог ей подняться. В этот момент закусочную оглушил гул моторов. Через окна влетела колонна мотоциклистов, байкеры из клуба Iron Wolves, известные своей суровой репутацией. Их хром сверкал на солнце, а залы наполнились напряжением. Лидер, высокий мужчина с бородой, Джеймс Волчий Клык МакГрегор, присел рядом с Лилиан и тихо спросил ее имя. «Лилиан», — прошептала она. «Лилиан, расскажи мне, что здесь произошло», — попросил он. Девочка рассказала о издевательствах подростков, а лица байкеров становились все серьезнее. «Понимаю», — кивнул Джеймс. Встав, «вы сейчас же извиняетесь перед ней и убираете весь беспорядок». Хулиганы, почувствовав угрозу, поспешно подчинились. Они осознали, что их поведение было жестоким, а не просто шалостью. Джеймс положил на стол крупную сумму денег. «Закажи все, что захочешь. Панкейки, молочный коктейль — все твое». Он накинул на плечи Лилиан свою кожаную жилетку. «Теперь ты часть нашей семьи. Мы защищаем свою семью». Лилиан впервые за долгое время плакала от благодарности, а не от боли. В ближайшие часы закусочная наполнилась добротой. Другие посетители делились историями, знакомились с Лилиан и вдохновлялись ее силой. Гарольд предложил ей посетить библиотеку. Стефани Конрад пригласила на день рождения сына, а байкеры дали свои номера телефонов, обещая всегда быть рядом. С того утра Лилиан поняла: инвалидность — не приговор. Настоящая сила измеряется не способностью ходить, а умением любить, прощать и верить в добро. Этот день изменил ее жизнь. Страх и одиночество сменились уверенностью и поддержкой. Через неделю Лилиан участвовала в мотопараде в качестве почетного гостя, мчась на специальной мотоколяске вместе с байкерами. Она улыбалась, сияя счастьем. Закусочная Silver Maple Diner стала символом надежды, а история Лилиан — легендой города, напоминая всем, что даже в самых темных моментах мира есть место доброте и настоящим героям.